Джунгли– это место, где природа обретает свою первозданную силу. Густые заросли, неразгаданные тайны и миллионы обитателей, каждый из которых поражает своим совершенством. Сегодня мы отправимся вглубь тропического леса, чтобы познакомиться с невероятными созданиями, которые скрываются от человеческого глаза. Их повадки, способности и образы жизни заставят вас взглянуть на природу по-новому. Приготовьтесь, мы начнем с удивительного и закончим тем, что поразит даже самых любопытных. Наше путешествие начинается с одного из самых загадочных обитателей джунглей – листохвостого геккона. Этот удивительный ящер способен сливаться с окружающей средой, становясь практически невидимым для хищников. Его хвост напоминает засохший лист, а тело покрыто узорами, которые имитируют трещины и пятна на растениях. Такая маскировка – это не просто трюк, а настоящий инструмент выживания. Листохвостый геккон активен ночью и охотится на насекомых, используя свою ловкость и острое зрение. Этот мастер мимикрии обитает на Мадагаскаре, и увидеть его в дикой природе – настоящая удача. Его способности прятаться настолько совершенны, что ученые считают его одним из лучших мастеров маскировки в животном мире. И это только начало нашего путешествия в мир джунглей. Из густых джунглей мы переносимся в подводное царство, где живет одно из самых удивительных существ планеты – морской конек-тряпичник. Этот обитатель морских глубин похож на плавающие произведения искусства. Его тело украшено длинными отростками, которые идеально имитируют водоросли. Такая маскировка помогает ему скрываться от хищников и оставаться незаметным для добычи. Морской конек-тряпичник – мастер медленного, но точного передвижения. Его плавники настолько малы, что движения едва заметны, но этого достаточно, чтобы незаметно подкрасться к планктону или мелким рачкам. Удивительно, но этот морской конек не только выглядит сказочно, но и уникален в своем поведении. Например, как и у всех морских коньков, вынашивает потомство самец, а не самка. Морской конек-тряпичник – это живая загадка океана, которая доказывает, что природа никогда не перестает удивлять. А впереди вас ждут еще более удивительные открытия. Вернемся на сушу, где скрывается еще один удивительный обитатель джунглей – камышовая лягушка. Этот маленький амфибийный мастер славится не только своей яркой внешностью, но и невероятными способностями. Камышовая лягушка – это настоящий певец джунглей. Ее мелодичные трели слышны на многие километры, особенно в брачный сезон. Эти звуки не только привлекают партнеров, но и создают атмосферу таинственности в джунглях. Несмотря на свои крошечные размеры, камышовая лягушка способна прыгать на расстояние, превышающее длину ее тела в десятки раз. А ее кожа выделяет вещества, которые защищают от бактерий и грибков. Это своеобразный природный щит. Эти лягушки не только прекрасные акробаты, но и настоящие мастера маскировки. Их окрас помогает сливаться с окружающей средой, делая их практически невидимыми для хищников. Продолжая наше путешествие, мы встречаем одного из самых умных обитателей джунглей – капуциновую обезьяну. Эти крошечные приматы известны своим высоким интеллектом и удивительными способностями. Капуцины обладают невероятной сообразительностью. Они умеют использовать инструменты для поиска пищи, разбивать орехи камнями, добывать воду из труднодоступных мест и даже изготавливать примитивные орудия труда. Эти обезьяны живут в сложных социальных группах с иерархией и тесными связями. Они заботятся друг о друге, делятся едой и даже ухаживают за больными или слабыми сородичами. А их мимика и жесты позволяют выражать самые разные эмоции от радости до гнева. Капуцины славятся и своим чувством юмора. Они обожают игры и могут развлекать себя и других, словно маленькие клоуны джунглей. А еще капуцины помогают распространять семена деревьев, поедая плоды. Так они вносят свой вклад в экосистему леса, становясь незаменимыми жителями джунглей. Капуциновая обезьяна – это символ любопытства и изобретательности. Глядя на ее поведение, невозможно не восхищаться этим маленьким, но невероятно умным созданием. Джунгли полны удивительных обитателей, и среди них малайский медведь или беруанг. Это маленький гигант с необычным обликом и не менее необычными привычками. Этот медведь самый маленький в мире среди всех медвежьих пород, но его характер и повадки совершенно не соответствуют его размеру. Взрослый беруанг весит от 30 до 65 килограммов, и несмотря на свои скромные размеры, он обладает силой, способной пробить деревья. Малайский медведь известен своим огромным языком до 25 сантиметров в длину.
Он использует его, чтобы выедать мед, насекомых и фрукты, добираясь до труднодоступных мест. Это делает его настоящим гурманом джунглей. Беруанг активен ночью и редко попадается на глаза людям. Он питается не только медом, но и фруктами, насекомыми и мелкими животными. А его острый нюх помогает находить пищу даже в полной темноте. В отличие от своих северных сородичей, малайский медведь не впадает в спячку. В условиях тропиков ему не нужно запасаться жиром на зиму, пища здесь доступна круглый год. Малайский медведь – это скрытый герой джунглей, который сохраняет баланс природы. Его жизнь напоминает нам о том, сколько еще тайн хранят густые тропические леса. Среди пышной зелени джунглей прячется одно из самых ярких и опасных созданий природы – ядовитая лягушка-древолаз. Эти крошечные земноводные поражают своей красотой и смертельной силой. Их кожа кажется нарисованной самой природой, яркие желтые, синие, красные или зеленые цвета предупреждают хищников: «Не трогай меня, я опасен». Ведь лягушки-древолазы выделяют мощный яд, который способен парализовать или даже убить нападающего. Несмотря на их грозную репутацию, древолазы сами не производят яд. Они получают токсичные вещества, поедая определенных насекомых в своем естественном ареале. В неволе, без этой пищи, их кожа становится безопасной. Эти миниатюрные обитатели редко превышают 2-4 см в длину, но их влияние на экосистему джунглей огромно. Они контролируют популяцию насекомых, играя важную роль в поддержании природного баланса. Местные племена использовали яд древолазов для охоты, покрывая им наконечники стрел. Это дало лягушке ее знаменитое название «отравленная стрела». Ядовитая лягушка-древолаз – это не только яркое украшение джунглей, но и напоминание о том, насколько удивительна и хрупка природа. Каждое такое создание играет свою уникальную роль в великой симфонии жизни. Джунгли – это настоящий мир загадок и чудес, где каждое существо имеет свою уникальную роль. Мы познакомились с невероятными обитателями, от листохвостого гибкона до ядовитой лягушки-древолаза, и это лишь малая часть того, что скрывает природа. Спасибо, что отправились в это путешествие вместе с нами. Пишите в комментариях, о каких животных или природных феноменах вы хотели бы узнать в наших следующих видео. Возможно, именно ваше предложение станет темой нашего следующего выпуска. До новых встреч, друзья! Впереди еще больше удивительных историй из мира природы. Не забудьте поставить лайк, подписаться на канал и включить уведомления, чтобы не пропустить наши новые приключения.